Привет, друзья и гости канала Алга Петербург, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Hola, amigos. И сегодня у нас по-настоящему необычный выпуск, потому что впервые в студии Алга Петербург на ваших глазах мы будем готовить. Да, друзья, сегодня у нас первая серия, я надеюсь, что первая серия нашего великолепного кулинарного шоу, где мы будем готовить по рецептам, которые вы нам присылаете. Да, я бы его так и назвал, по рецептам наших друзей. Да. Кстати, друзья, у нас работает WhatsApp, и вы можете нам туда отправлять любые сообщения, в том числе и рецепты. И мы даже подумали, что было бы интересно, если бы нам, например, прислали рецепты из национальных блюд из Мексики, да, такос. Италия, Германия, Да, Япония, Китай. Отвсюду мы готовы принять самые разнообразные рецепты. И вот тут Но направляется... главное с ними справиться, потому что вот сегодняшний рецепт, мне кажется, очень сложный. И вот нам нужно рассказать историю, откуда вообще родилась эта идея, и как так случилось, что мы вдруг решили, Вань, с тобой готовить. Да. В общем, я вам прочитаю письмо от нашей подруги Раушан. Добрый день, ребята. Сегодня выходной, сижу дома, чищу грибы на зиму, смотрю все ваши видео на всех каналах, которые я пропустила. Я подписан на вас со времен Спортмана с первых дней, и вы сейчас растете профессионально, очень нравится ваш юмор, всегда улыбаюсь или смеюсь, особенно над юмором и подковырками Вани. Ах, вот так вот, да. Ну ладно, после баурсаков, я уверен, все... я раскрыл тайну. Ну давай. Ну ладно, друзья, да, мы сегодня будем готовить баурсаки. В общем, тогда сразу к рецепту. Да. Я видела, как вы готовили плов. Думаю, у вас получится и баурсаки, поэтому отправляем вам очень легкий рецепт баурсаков. Готовьте сами или попросите своих девушек. Придется приготовить самим. Придется приготовить самим. Вам понадобится 300 грамм молока, 1 чайная ложка, еще и продукты нужно. Вот так вот. Одна Это тебе не чайная каша ложка из топора, Вань. сухих дрожжей, чайная ложка сахара, вылить, перемешать. Давай, на камень-ножницы. Кто в магазин? Да. Давай. Раз, два, три. Ладно, я сейчас. Так, ну что, значит, все есть, да? Молоко, майонез, масло, это мука. Это мука, а это дрожжи. Угу. Ну ладно. Слушай, еще кастрюлька, наверное, нужна, да? 1 чайная, перемешать и поставить на 15 минут в теплое место. Баурсаки. Ну, кастрюлька у нас на маленькую семью. Я уверен, что в Казахстане таких кастрюль даже дома не держат. Но что делать? Какая есть. Знаешь что, вот хочется сразу поговорить о спонсорах нашей передачи. Друзья, наша передача выходит... Как вы поняли, спонсоров у нас нет. Кстати, поэтому, если будете присылать нам рецепты, пожалуйста, присылайте вот без мяса что-нибудь. Так, что там, 300 Вань? грамм молока. 300 грамм. На Так, глаз будем? давай ножницы. Ну, здесь литр, значит, здесь 0,9, соответственно... Я могу 700 отпить. Не, потом, а вдруг нам второй раз придется делать? Так, примерно на глаз, да? Ой. Ну, я думаю, да. Ну, я думаю. А может, побольше сделаем? Чуть-чуть давай. Ну, типа половину. Молоко хороший продукт. Я думаю, вот как кашу маслом не испортишь, так же и баурсаки, я думаю, с молочком. Так, а где нам мерный стакан взять? Или как? Или можно... Стой, а если мы умножим все на 3? Здесь, потому что 0,9. Умножим все на 3. Вот это баурсак. Я думаю... У нас не маленькая миска? Вань, я думаю, да. А у нас потом это все же дрожжи. Это все вот так вот будет у тебя. Надо побольше миску, да? 300 грамм молока. Ну, где-то на 350, да, что было? Да. 1 чайная ложка сухих дрожжей. Так. 1 чайная ложка сахара. Так, 1 чайная ложка сухих дрожжей. 1 чайная ложка сухих дрожжей поехала. Так, ложка сахара. Мы готовы. А сахар? Да что ж такое? Подожди, только не сыпь. А может побольше сахара? Вкуснее будет? Нет? Нет. Подожди, не сыпь. Поставить на 15 минут в теплое место. Подожди, а мука? Не знаю, не надо. Давай тогда дальше почитай. 2 столовые ложки майонеза, 550 грамм муки. То есть все потом? Да.
Ну ладно. Перемешать сказали? Ну, перемешать и поставить на 15 минут. Слушай, Ваня, я предлагаю пока поставить музыку. Чтобы было вкуснее, надо вот по примеру. Казахскую музыку нужно обязательно фоном поставить, чтобы... Давай за них, давай за нас. Ой. Вань, 15 минут прошло, давай. Я Так. готов. Затем добавить 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки майонеза и 550 грамм муки. А соль? Ага. Так. Майонез 2 ложки столовые. Майонез? Ну давай. Майонеза жалеть нельзя. Да, может сразу я просто сюда или на ложку? 2 столовые. Надо, да. Раз. Ой, ой, ой! Не останавливалась, прикинь. Ничего не получалось сделать. Не, нормально. Нормально? Остановилась. Так. Слушай, ну уже пахнет вкусно. Так. Да. Ням-ням. Друзья, Так. А, еще муку надо. 550 грамм. 550 грамм, так это почти половина. Как же мы определим? Я думаю, что сила мысли. А сколько было на весах? Оп, стоп, 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 стоп. 650. Опа! Все. Все чики-пуки. Друзья, кажется, баурсаком быть. Перемешать. Сформировать тесто и поставить на 1 час. Это же как бы видеоотчет, поэтому если мы что-то будем делать неправильно, нам друзья в комментариях напишут, и мы, может, сделаем 2-ю серию, если вдруг что-то не удастся, с исправлением ошибок. Но я почему-то уверен, что у нас все получится. Кажется, руками надо. Слушай, да. Да, Саша у нас как это правильно называется? Белоручка. Это неправильно. Он всегда боится какой-нибудь тяжелой работенки. О, смотри, Ну, Вань. можно прямо сейчас уже есть. Так. Так, ну что, теперь мы замешали и ставим на час, Нет, правильно? нет, сейчас только все еще- начнется. Мне кажется, что нужно 2 руками. Да. Так, Саш, пока ты занимаешься, я поговорю с нашими Диарс. Ой. Я поговорю с нашими англо- и латиноговорящими Всё, отлично. Диарс, друзьями. В общем, my dear friends, you can also send us any recipe you want us to cook. А по-испански hola amigos. Вот и Что, я всё. понял по-испански все, hola amigos. Ну, просто скилл еще не настолько велик, что я вот про кулинарию просто еще ничего не изучал. Но я знаю сервеза. Сервеза, что это? Это пиво. О, Не, Так. ну, испанцы очень любят сервезу. мгм. Особенно после победы их любимого клуба. Слушай, смотри, получается гигантский баурсак, Вань. Питерский баурсак. Он как бы такой, неотесан немножко. Творческий питерский баурсак. Слушай, а Хорошо. через час-то он может быть гигантский. Как же, наверное, сейчас наши уважаемые зрители, наверное, смеются. Вот, С Казахстана вообще там, наверное, негодуют. Друзья, не надо смеяться, это мы первый раз баурсаки готовим, надеюсь, что что-нибудь получится. Вот. Стой, а надо накрыть, мне кажется, этим. Там было написано накрыть тканью. Ну ладно, давай накроем и вернемся через час. Да. Так, ну что, наше кулинарное шоу продолжается. Да. Значит, Саш, можно убирать, наверное, уже обогреватель. Да, Я надеюсь, что мы все делаем правильно. настало время И посмотреть. надеюсь, что уважаемый Раушан Продолжит присылать нам рецепты. Слушай, Вань, ну я тебе могу сказать, что поднялось. Поднялось. Может быть, оно, конечно, должно быть вот такое, вот, знаешь, пышное, с горкой, как... Давай я засниму, чтобы мы могли это показать. Может, не надо? Ну, чуть-чуть поднялось, но почему-то вес.
Убавился. Да. Можно в сторону. Давайте помогу. Да, красиво, чтобы все было. Слушай, ну вообще да, совет. Надо приготовить. Я так понимаю, что это должен Сейчас быть в элитный фритюр. Сейчас будем жарить. Слушай, а может как раз наша вот может Кастрюлька? использоваться кастрюлька? Конечно. Заплетали девки косы. Наверное, женщины, когда собираются в таком женском кругу, когда готовят, что-то шьют, я уверен, что они обязательно поют какие-то народные песни. Вот, может быть, нам тоже что-нибудь такого добавить, какой-нибудь колорит. Насколько они вообще сильно в объеме припухнут, когда их опустишь в кипящее масло? Бурсаки, бурсаки. Уверен, что если вы напишите нам пару добрых советов в комментариях под этим видео, то следующее видео будет уже на более профессиональном уровне. Я думаю, что Лео Кантера, который нас сейчас смотрит и хотел нам в начале передачи прислать рецепт такоса какого-нибудь классного, передумал, потому что он не потерпит такого издевательства над своим любимым Как ты думаешь, блюдом. а размер нормально? Их надо вот так вот в муке еще Я думаю, уже дополнительно? не надо, а то уже там так много муки. Блинчик. Можно Там разные делать. вообще вроде как их надо было раскатать. Ну вот так скалкой. Ну, а я руками раскатал. Вот они, Не, колбасятины. прям приплюснуть. Вот так. Если что-то пойдет не так, мы исправим тактику. Так, а дай я посмотрю в рецепт. Вырезайте, раскатайте толщиной 7-8 миллиметров. 7-8 миллиметров. Ну, смотри. Что, О, 7-8 миллиметров? да. И дальше что? Так, а я масло уже наливаю. А дальше что? 7-8 миллиметров. А, надо же проверочный маленький, помнишь? Да, Маленький бурсачок кидать. давай. О, Сейчас как запах-то пойдет. так, сейчас как масло Сейчас как полетит. к нам побегут. Смотри, они на дно так сначала погружаются, потом... Мне кажется, у нас как бы после этого опыта плита может, в принципе, не выключаться. Всегда должно быть подогретое горячее масло. Чтобы Свежих бурсаков. чтобы мы всегда могли свежих бурсаков быстренько приготовить. Я знаю, нас много смотрит женщин, которые, я уверен, умеют готовить. Ты хочешь намекнуть, что, может быть, кто-нибудь придет к нам в студию, приготовит что-нибудь? Да? Да можно не приходить, можно сразу прислать. Хочется сказать, что вы можете нам не только отправить рецепт, да, ну, вы можете нам еще отправить посылку. Но еду, кстати, Саша, не получится. Знаешь почему? Потому что сейчас же ограничения есть, А, да. и посылки очень долго идут. Мгм. Поэтому, к сожалению, наверное, нельзя отправить будет по почте ничего такого. Слушай, а я всегда мечтал вот так вот собраться и полепить пельмени. Такой ручной, домашней лепки. Это типа что-то для следующей передачи, да? Ты затравочку уже. Ну да, мне вот так нравится это все дело, раскатывать. Я думаю, что там тесто, наверное, немножко по-другому готовится. Так, ну кажется, вот одна готова, вот это наша пробная. Ой, Вот. И, ну, естественно, она для балашки. То есть для самого младшего. слушай, пахнет очень вкусно. Получилось? По запаху, да. По запаху получилось. Ой, аромат просто фантастический. Я вот жду, пока она чуть остынет. Ну давай, дядя Саша. Я боюсь, что я пальцы откушу, она слишком маленькая. Придется подкидывать. Ну что, попробуем? Что, элита?
вкусно. Так ты сказал, чтобы типа как бы не обидеть. Нет. Я просто хочу как бы укусить порядочно. Так, давай тогда пожарим Ты только раздразнил. побольше пожарим баурсаков. Нет, действительно очень вкусно. Очень вкусно. Ну, кстати, вот мы положили чуть поменьше соли. Я побоялся. Можно было чуть побольше. Все-таки надо строго было соблюдать рецепт, Вань. Не зря нам присылали ложку чайную. Плохого не посоветую. Да, так кладите ложку. 300 миллилитров молока, значит 300 миллилитров молока. Полкилограмма муки, значит полкилограмма муки. Так, фото для нашего инстаграма. Сейчас мы все пожарим тогда и будем пробовать, да? О, почему ты это сказал? Так, ну что, смотри, какой у нас чемпионский получается. Ого, там даже похоже на пирожок уже. Будем по всем характеристикам. Эль Баурсак Гранде. Да, потом степень прожарки. Да, это мы уберем в тепло. Я бы еще кого-нибудь укусил, Вань, Баурсак. Вдруг у нас что-то сейчас не так идет, а я смогу исправить положение. Саш, надо чуть-чуть потерпеть. Ну вот и все, первая часть теста, так сказать, освоена. Как вы заметили, оно не сильно поднялось. Будем надеяться, что это не сильно отразится на вкусовых качествах баурсака, потому что визуально вы видите, что они не такие пышные, как нам прислали на фотографиях. Ну что делать, это наш первый опыт. Вот. О, О, а что случилось-то? Точно, это тот, который я Тоненький? раскатал, да. Вот так вот, дядя Саша. А я покажи все его, заки- можешь достать, чтобы размер сохранился? Ну, он останется же? Не умеешь? Не знаю. Слушайте, там мы положили и просто пошла настоящая химическая реакция. Я таких вот со времен уроков по химии не помню. Похоже, мы раскусили секрет. Вот эти вообще нет. А вот эти такие. Ну, это такой вид баурсаков. Ага, это походный. Это крепленые. Это походный. А это праздничный. А еще мне очень интересно, вот когда садишься за праздничный стол, да, вот начинается праздник в Казахстане, там, я не знаю, там может быть свадьба, день рождения, либо просто семейный ужин. Вот сколько обычный казах такого нашего среднего телосложения может за вечер съесть баурсаков? Нам очень интересна такая Это что, статистика. Саш, очередной намек на приглашение тебя в качестве тамады на свадьбу? Нет, Что, мне просто... Ты постепенно готовишься к тому, да? Сколько можно будет Я просто загрузить баурсаков? Я просто стесняюсь, если вдруг я там съем 10-20 баурсаков. В Казахстане, может быть, принято не больше 2-3, знаешь, чтобы всем хватило. Вот эти же вещи очень важно, ведь Восток дело тонкое. Я должен быть готов к таким тонкостям и нюансам. А может быть, кстати, что пока все не съешь, ты за стола не выйдешь? Так, ну что, друзья, вот что у нас получилось. Как ровно поровну 2 тарелочки, а? Да. Мне нравится. Ну давай пробовать. Давай. Начну тоже с такого. Вот, смотрите. Средненький. Опа. И обратно возвращайся. Рецепт замечательный. Он простой, доступный. Знаешь что, я вот подумал, что вот этот чемпионский баурсак я хочу чуть-чуть модифицировать. Я Ну-ка. догадывался, точнее у меня было предположение, что у нас ничего не получится. Но я приготовил оливье. О, Поэтому это же национальное блюдо новогоднее. я вот так вот раскрою баурсак. Вот так вот. Да ладно. Вот сюда вот. Смотрите, что творит, а? Это баурсак Угу.
по-питерски. Это фирменный рецепт Алга Петербург. А что ты сам съел? Я думал, ты мне его предложишь. Ладно, все, выключай камеру. Займемся делом. Займемся делом.